Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале. Если вы сладкоежка, то наверняка вы очень любите шоколадные батончики. Если вы попадаете под эту категорию, это видео как раз для вас, потому что сегодня я буду готовить чизкейк Сникерс. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Для вашего комфорта, как всегда, полный рецепт и перечень всех ингредиентов в описании под видео. Сначала я сделаю основу для чизкейка, буду делать с бортиками, как всегда. Я взяла песочное печенье. Такой рецепт похож на тот, который у меня уже есть на канале. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Также здесь будет на самом видео подсказка. Можете по ней переходить и посмотреть, как готовится базовый классический чизкейк Нью-Йорк. Форма у меня вот такая. Разъемное такое кольцо с дном 20 сантиметров в диаметре. Этот рецепт рассчитан именно на эту форму. И из печенья я сделаю крошку. Также я измельчу горсть арахиса жареного. Это примерно 40 грамм. Вот до такой мелкой крошки нужно измельчить. И добавляю арахис измельченный к измельченному печенью. Всыпаю мускатный орех и вот так руками немножко все перемешиваю. Дальше мне нужно растопить 100 грамм сливочного масла и 50 грамм черного шоколада. Вливаем шоколадно-масляную смесь в печенье и хорошенько все перемешиваем. Если масла вам будет не хватать, можно добавить. То есть, если вы чувствуете, что основа суховата, я сейчас покажу, какая она должна быть. Печенье у всех разное. У кого-то суше, у кого-то больше влаги в печенье, поэтому тут сложно предугадать с маслом. У меня даже с одинаковым печеньем получается иногда по-разному. Я не знаю, с чем это связано. Вот видите, смотрите, масса не лепится. То есть она... Видите, она такая, лепится, но она, как, знаете, как свежий сухой снег. Вот, снеговика не слепишь, поэтому нам нужен снеговик. Точнее, форма для чизкейка. Я растопила еще 30 грамм сливочного масла. Добавлю к печенью. Я напишу в описании под видео в рецепте ингредиенты примерно 100-130 грамм. Но вы регулируете сами количество масла, то есть не вливайте сразу все. Лучше дотопить и подлить, чем потом много будет, и оно будет слишком жирное. Вот то, что нам нужно. Дальше я беру форму, ничем абсолютно не смазываю, и примерно половину массы я высыпаю на дно. Я сейчас сформирую дно, а потом буду формировать стенки. Вот такой стакан нужен. Вот у меня такой детский есть. Прямой, не граненый. Им будет удобно формировать и дно, и стенки. Теперь я вот так по бокам выкладываю массу, остальную массу. Высота бортиков примерно 3,5 сантиметров, 4 максимум. Видите, у меня хорошо лепится. На этом этапе, к слову, можно уже разогревать духовку. Теперь, пока мы будем готовить начинку, духовка разогревается, я поставлю форму в морозильную камеру на это время. Я беру вот такие стандартные пачки с сыром Филадельфия. Вот. Это 525 грамм в общей сложности. Все это сгружаю в одну посудину, чтобы замесить начинку. Так, теперь начинаю добавлять остальные ингредиенты. Сахарную пудру. Сейчас на этом этапе нужно перемешать Филадельфию с сахарной пудрой. Сильно вымешивать не нужно, потому что чизкейк, главная задача чизкейка оставаться плотным, но без комочков. Затем я добавляю 100 грамм арахисовой пасты. У меня просто обычная классическая арахисовая паста. Видите, какой приятный карамельный оттенок приобретает наша начинка. Дальше я чуть-чуть буквально перемешиваю и начинаю вбивать яйца. Я вам скажу, арахисовую пасту, я, конечно, сейчас вот все понимаю, ситуация экономическая, да, и вообще этот весь карантин, да, кстати, привет с 2021 года, кто смотрит мои видео, да, сидим все, как говорится, на энергосберегающем режиме, но советую арахисовую пасту все-таки добавить.
Дальше я вливаю сливки. 2 столовых ложки кукурузного или картофельного крахмала. Честно, кукурузный не могу найти. Вроде говорят, что он вяжущая сила у него меньше, но я раньше использовала, честно, я не могу сказать, что это... Я не увидела разницы. Я добавляю крахмал. А также ванилина. Чуть-чуть. У меня жидкий такой ванилинчик. Видите, я вот такие люблю. Все, начинка готова, теперь осталось ее только залить в форму. Да, я забыла еще сказать, что не забудьте подготовить кипяток, потому что выпекать чизкейк я буду в большой форме, и в нее поставлю маленькую форму уже с самим чизкейком, а большую форму залью водой горячей. Смотрите, я беру вот такую форму, это у меня просто подставка под мою форму, потому что круглая форма, она здесь у меня болтает. Вот эта железная подставка помогает ей не болтаться. Теперь я вот так ставлю форму уже. Теперь я вливаю начинку. Вот так разравниваю лопаткой. И теперь я хочу кусочки сникерса просто вставить вот так внутрь начинки, потом окуну полностью. Это не обязательный шаг, но мне показалось, что так будет очень интересно. И еще раз разравниваю, вот так туда втапливаю. Попробую, честно говоря, первый раз делаю со сникерсом внутри. Все, теперь я ставлю чизкейк в разогретую до 180 градусов духовку. Можно включать и верх, и низ. Если даже он закарамелится сверху, станет коричневый, для него это все равно, потому что сверху мы все равно будем поливать это дело карамелью сливочной и арахисом. А вот только сейчас я заливаю кипяток. Где-то на треть. А пока чизкейк готовится, можно приготовить карамель. Я беру 100 грамм сахарной пудры и растапливаю на медленном огне. Очень важно не пережечь сахар. Когда все комочки и крупинки разошлись, я добавляю 50 грамм сливочного настоящего масла. Все хорошенько перемешиваю и увариваю еще примерно 1,5-2 минуты. Дальше я вливаю 80 мл горячих сливок и все хорошо опять перемешиваю. Оно немножко покипит, секунд 30-40 и можно снимать. Как проверить готовность чизкейка? Я вот так стучу по бокам, и если внутри он именно посерединке трусится как желе, значит он уже готов. Можете выключать духовку, слить обязательно воду и оставить его там остывать. Я как раз очень вовремя, ребят, сделала все ошибки, которые можно было сделать на съемках этого видео. Ну, я как раз вам покажу, как делать не нужно. Покажу вам 2 карамели. Одна правильная, другая нет. Чем темнее карамель, тем больше горечи в ней будет. И я так наглядно покажу, вот каплю на салфетку, что на белом лучше видно, да? Вот видите, она такая прям кофейного такого цвета. А это вот тоффи. Оно, да, более жидкое. Вот разница. Карамель сливочная, как тоффи. И карамель пережженная фуфу. Это вот эта вот карамель, она просто пойдет в мусорное ведро. Так что не повторяйте моих ошибок, не перегревайте карамель. И лучше использовать вместо сахара, вот если вы склонны перегревать сахар, пережигать, то лучше, конечно, использовать сахарную пудру. Ориентируйтесь по цвету. Вот не люблю вообще карамель делать. Карамель — это сладкое зло. Оно очень капризное. В общем, лучший ориентир — это цвет. Чем темнее, тем больше горечи. Запомните. Это главное правило. Когда чизкейк уже остыл, я посыпаю сверху арахисом жареным. Беру хорошую карамель, хорошую, не горькую. И это все заливаю карамелью. Оставляем чизкейк в форме остывать на 6-8 часов, а лучше на ночь в холодильнике. Для шоколадной глазури вам понадобится 100 грамм молочного настоящего шоколада и 3 столовых ложки растительного масла без запаха. Шоколад растопить можно в микроволновке и потом уже добавить масло. Этой глазурью я полностью покрываю сверху чизкейк и ставлю в холодильник еще примерно на полчаса. Посмотрите, какая красота получилась. Ну прям огромный круглый сникерс. По вкусу он, ну, прям очень похож на сникерс. Ну, сходство примерно 85, а то и 90%. Ну,
если так быть совсем уж точным. Если вы любите чизкейки, и особенно если вы любите батончик Сникерс, попробуйте такое приготовить. Вы будете очень приятно удивлены. Если вам понравился именно мой вариант приготовления чизкейка Сникерс, обязательно ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. Всем приятного аппетита. Пока-пока!